Камера идет. Андрей Владимирович, давайте начнем с экономических реформ назовем это, скажем, в послегайдаровский период, 94-й, 95-й, 96-й годы. Какие тогда были основные проблемы и почему так долго не удавалось достигнуть финансовой стабилизации? Финансовая стабилизация – главная проблема, да, на что Чубайса, собственно, и брали. А финансовая стабилизация – это еще и наполнение бюджета. Многие обвиняли тогда правительство в бюджетобесии. Ну, а как, собственно, кормить население, зависимое от государства, как кормить армию, как решать множество социальных вопросов, не было понятно. И, собственно, это бюджетобесие, оно объективно вытекало из того, что денег в бюджете не было. Соответственно, второе направление деятельности – это приватизация, от которой хотелось бы получать деньги. Поскольку собственники еще не сформировались к тому времени, такие настоящие инвесторы, это тоже было проблемой. План по приватизации не выполнялся, отсюда вот эти поиски решений, связанных и с залоговыми акционами, и с крупными продажами, да, начало денежной приватизации, 1994 год, окончание ваучерной приватизации. Ну и все это давило серьезным грузом на правительство, плюс продолжающееся противостояние с парламентом. Все как было, все как положено. Соответственно, вот этот период, он плавно выводил на то, что нужно было как-то показать какие-то экономические успехи к выборам президента. А дальше уже после выборов президента, когда сформировалось несколько расслабленное такое поствыборное правительство, уже после этого нужен был некий импульс реформам, начало уже структурных реформ, то, что получило тогда такое название: реформа армии, пенсионная реформа, реформа социальной сферы. Так что здесь была определенная логика и в реформировании, и фактически в наведении порядка финансов, чтобы государство было дееспособным, и частная экономика заработала. Вот это такой базовый ком проблемы. А расскажите, почему вы таким термином это назвали «расслабленное поствыборное правительство»? Вы имеете в виду правительство, которое сформировалось после выборов 1996 года, да? В чем причина его неудачи? Там ведь были достаточно сильные фигуры. В чем причина ухудшения ситуации именно в конце 1996 года? Это эйфория от победы. Все-таки выборы выиграны прореформаторской частью элиты. И, как тогда говорил, это не наша победа, то есть не победа таких убежденных либералов и демократов, но тем не менее, это победа государства, победа, возможно, реформ для продолжения этих самых реформ. И эта победа вела к расслабленности практически всех элит, и правительство было таким по фигурам довольно интересным, но не реформаторским точно. Это скорее правительство фиксации успеха, да. И, соответственно, допустим, министр финансов Лившиц – это квалифицированный экономист, это личность, в конце концов, и человек, проработавший внутри системы, некоторое время работавший с Ельциным. Но он считался слабым министром финансов, потому что был в недостаточной степени, наверное, мистером «нет», когда все-таки еще нужно было балансировать бюджет. Потанин считался местом, с одной стороны, сильным, потому что, вроде как это вливание крови из частного бизнеса и крупного бизнеса. Но именно то обстоятельство, что он был из крупного бизнеса, порождало подозрение в том, что он будет работать на свою компанию. Тем более, что его компания участвовала в крупных приватизационных сделках и в залоговых аукционах. И получалось так, что победитель некоторых таких крупных частных сделок, он же еще и управляет процессами в экономике и в государстве. В этом была, конечно, некоторая пикантность и конфликт интересов. Одни говорили, что он действительно работал
практически на себя и на компанию. Другие говорили, нет, он был достаточно эффективен. Это было очень оригинальное, интересное решение, потому что у него как бы такие бизнес-мозги, и это нужно было для того, чтобы правительство как-то работало лучше, но серьезного улучшения работы как бы не было, потому что, опять же, вот эта незавершенность реформ оставалась серьезной проблемой, и этим реформам нужно было придать какой-то импульс, и, пожалуй, вот эта вот конфигурация каких-то очень как бы средних чиновников на постах министров и слишком яркой фигуры, которая заведовала экономикой фактически из крупного бизнеса, но эти реформы не двигало. Ну и, видимо, осознав это все, ну или сама логика времени подвела к этому решению, но так или иначе Ельцин создает вот это правительство молодых реформаторов, да. А в правительство из администрации переходит Чубайс, а вторым вице-премьером становится Борис Немцов. Какие перед ними стояли задачи, что они должны были сделать и что они смогли сделать? Ну, это было, естественно, желание придать импульс реформам. А для импульса нужны кадровые решения, потому что реформы делают люди с реформаторскими мозгами. В то же самое время нужен был человек, который бы, ну, в каком-то смысле политически оставался бы дядькой для этих самых реформ, дядькой для молодых реформаторов. И Виктор Степанович, который уже, естественно, пообтерся на позиции премьер-министра и очень быстро обучался и уже вполне был себе по взглядам соратником этих самых молодых реформаторов. Он на эту роль годился. Хотя говорили о том, что он чувствует себя не очень уютно в окружении двух младореформаторов, при том, что он прекрасно знал, что такое Чубайс, как с ним работать и насколько он может быть эффективен. И в предыдущей итерации правительства Чубайс все-таки был в высшей степени на стороне Черномырдина в этой его фактически войне с другим вице-премьером Сосковцом. Вот, так что вот эта конструкция, по идее, могла бы Черномырдина устраивать в большей степени. Тем более, что и сам Немцов был вполне себе опытным политическим деятелем и управленцем, и вполне мог координировать свои действия с Черномырдиным тоже. Но все равно создавалось ощущение, что они немножечко отдельно, а Виктор Степанович отдельно. Но, тем не менее, эта конструкция вполне была работоспособной. Степанович мог гасить всякие лоббистские группировки с их претензиями. Он тогда говорил, что ну вот я как бы подписал бумагу на выделение денег, но я же их не выделил. И, соответственно, эта позиция была очень как бы правильной, да, по тем временам. А ребята могли пытаться продвигать дальше вот эти самые структурные реформы. Собственно, тогда большую роль играла комиссия по экономической реформе, куда вошли все возможные реформаторы, еще из команды Гайдара. И Гайдар каким-то образом влиял, наверное, на интеллектуальную работу. И в этой комиссии разрабатывались реформы, от реформы образования до реформы социальной сферы. Все то, что нужно было на следующем этапе жизни страны. Да, Немцов и Чубайс были моторами этого всего, но среда-то оставалась вязкая, среда оставалась лоббистской. Политические конфликты никуда не делись. Все равно сильное левое, все равно сильное крыло, которое тогда только входило в такую реальную политическую мощь. Лужковское направление политическое, которое потом показало себя во всей красе чуть позже. То есть им было вообще-то трудновато, несмотря на серьезные полномочия. Ну и еще один фактор. Все-таки многие признают, что была внутренняя конкуренция между Чубайсом и Немцовым. Кто из них лучший и более бодрый реформатор. Ну, не говоря уже о том, что общеизвестно, что Немцов не хотел уезжать в Москву. И эта история была достаточно болезненная, и действительно его харизма все-таки сгорела в верхних слоях московской атмосферы. Возможно, если бы он остался губернатором или каким-то региональным деятелем, его можно было бы сохранить для будущего президентства. А так он не нарастил свою харизму, наоборот, ее спалил, потому что все-таки решения приходилось принимать болезненные. Работа в федеральном правительстве – это, в общем, работа управленца во многом, а не политика.
Но, тем не менее, они начали эти структурные реформы. Другой вопрос, что они не успели их завершить. И объективно, наверное, не могли это сделать, потому что их политический срок в правительстве был короткий. Я понимаю, что работа правительства так или иначе затрагивает все сферы жизни, но все-таки вот структурные реформы экономики и промышленности, про которые вы говорите, это что? Это конкретно какие действия? Ну вот, И финансовые реформы, конечно. Тогда, собственно, началась разработка пенсионной реформы, которая очень объективно болезненная, объективно тяжелая, очень трудно от распределительной системы переходить к накопительной. Но над этим работали. И потом немножечко что-то реализовали уже последующее правительство. Основы были заложены тогда. Реформа армии уже тогда начала готовиться, формулироваться, и Немцов в нее уже впоследствии вкладывался, но основа-то была заложена тогда. Очень большое внимание уделялось административной реформе, изучался опыт разных успешных стран. Известная фраза Евгения Григорьевича Ясина, который в этой комиссии активно работал, что если я еще раз услышу про новозеландскую реформу, я выведу все из зала, потому что вот эти образцы, они, конечно, были, может быть, несколько утопическими, такими идеальными, но в этом смысле работа тоже шла. И отчасти эта реформа начала реализовываться, может быть, не очень удачно, тоже последующим правительством. То есть, скорее они заложили основу, чем успели что-то произвести на свет такое реальное в то время. Так что вот политика помешала им реализовать идеи. Вот вы сказали, что Борис Немцов, переехав из Нижнего Новгорода в Москву, свою харизму не развил, свой политический авторитет не укрепил, и его высокий рейтинг сгорел, как вы сказали, в верхних слоях московской политической атмосферы. Расскажите, пожалуйста, как это произошло и как повлиял конфликт с крупным бизнесом на эту ситуацию? Я имею в виду связь инвест и все последствия. Вот их деятельность во многом сводилась к тому, что они устанавливали единые правила для всех. Это была такая одна из базовых, собственно, идей. И в том числе, естественно, в области приватизации, где должны быть все равны, все должны быть в единых условиях, что, естественно, не соответствовало логике строительства олигархического капитализма, где, собственно, сами олигархи стремились диктовать правительству условия, и во многом так объективно получилось, что управляли в том числе и политическими процессами. Это трудно было убрать одномоментно, потому что все привыкли, что вот так устроена система. И вдруг те же самые люди, с которыми они успешно работали, прежде всего с Чубайсом, говорят о том, что нет, вот мы будем теперь играть по общецивилизационным правилам. Это, естественно, раздражало. Ну и вот эта история с приватизацией Связинвеста, конечно, привела к вот этой самой олигархической войне. Но Связинвест же пытались приватизировать немножко раньше. Просто такого масштаба сделку было трудно подготовить. Она была одной из первых, если не первой, из крупных. В промежутке еще были залоговые аукционы, которые при всей их, признаем, эффективности все-таки, да, бюджет был наполнен, да, и было чем кормить бюджетозависимые категории населения и отрасли целые. Но это, да, с другой стороны, сформировало некоторую такую монополистическую часть этого самого капитализма, который назвали олигархическим, номенклатурным, в связи с тем, что это тоже объективно порождало связь крупного бизнеса с чиновничеством и имело, конечно, долгосрочные последствия вообще для российской политической системы в будущем. Но вот на Связинвесте, конечно, пытались проверить возможности равных условий и проверили. Но результатом оказалось то, что правительство младореформаторов, сами, точнее, вот эти две фигуры оказались под серьезным ударом.
трудно предъявлять претензии, на самом деле, к самому конкурсу, потому что действительно условия были равные. Действительно, сделка была хорошо подготовлена. Действительно, она была в информационном даже плане прозрачной. Да. Они много писали, и все знали множество деталей. Сам процесс сделки проходил в высокой степени прозрачно, и логика была простая. К 5 часам вечера этого дня нужно было представить конверты, запечатанные с неизвестной суммой. Кто дал больше, того и Связинвест. И вот тогда, собственно, Альфред Кох, который занимался этой сделкой, говорил, а в чем, собственно, претензия? Мы ждали до без 15:05, принесли конверты. Победившая сторона написала большую сумму. Это честная игра. Но логика олигархов была в том, что не слишком ли много победившей стороне досталось. Это какой-то перекос. Возможно, это перекос, но это конкурс. Это другая система. Нельзя исключительно методами внутриэлитных договоренностей распределять крупные куски собственности, как это было отчасти раньше. И тем самым, устраивать своего рода конкуренцию между ними. Наступили новые времена, месть была, конечно, серьезной, и люди были серьезные, и последствия тоже были серьезными в виде сначала дела писателей, когда были дискредитированы члены команды Чубайса и сам Чубайс. А дальше, собственно, знаменитая фраза Ельцина «Я устал вас защищать». Это осень, наверное, 1997 года, когда и Чубайс, оставшийся вице-премьером, по-моему, лишился позиции министра финансов. С Немцовым тоже управленческие негативные процессы происходили. Вице-премьер без министерства, допустим, топлива – это уже слабый вице-премьер. Вице-премьера все-таки должно быть в тех обстоятельствах, во всяком случае, министерство какое-то. Да, это сильно укрепляло позиции. И это выбивание из-под них постаментов в виде министерства, конечно, очень сильно ослабляло их как вице-премьеров. И, по сути, судьба их политическая, управленческая в этом смысле была предрешена. Другой разговор, что распад этой конструкции, он очень ослабил в том числе позиции Черномырдина. Черномырдин подключился к этой войне, как известно, и начал бороться против собственных замов. Но каким образом? Говорили, что он подпал под влияние Березовского и, соответственно, ослаблял сознательно, как мог, будучи премьером, позиции собственных замов в управленческом смысле в том числе. То есть он все-таки поучаствовал в этой войне, но не понимая, что он может стать самой ее жертвой, что в результате, собственно, и случилось. То есть, подорвав эту конструкцию в виде младореформаторов, подорвали, собственно, и позиции самого Черномырдина. В результате вся конструкция была сметена со стола. И ближе к событиям 1998 года правительство Ельцин решил поменять. Есть видеоинтервью с Черномырдиным, где он говорит, что почему вы считаете, что если одна или две фигуры уйдут из правительства, то изменится курс правительства на реформы. Курс не изменится, пока в правительстве остается Черномырдин. Вы считаете, что это была просто защита решения Ельцина об их отставке, или у Черномырдина на самом деле была такая двойственная позиция, и он действительно пытался ослабить Чубайса и Немцова, считая, что они его каким-то образом подставляют? Конечно, он считал, что под него просто копают. Скажите Черномырдин вначале. Виктор Степанович Черномырдин, конечно, считал в силу самого устройства этой конструкции, что под него копают, что в результате кто-то из замов станет премьером. Все-таки он политик, и все-таки не то, чтобы он прямо так держался за власть, но если ты премьер-министр и чувствуешь себя вправе быть им, почему бы не ощущать некоторых негативных флюидов, исходящих снизу? Это все равно борьба. Все равно внутривидовая борьба. Все равно у каждого своя команда.
Тем более, что игроки были сильные, объективно сильные. Много чего прошедшие. В том числе были у них конфликты с Чубайсом раньше, в предыдущих итерациях. Но здесь уже Виктор Степанович, я думаю, выживал как премьер-министр. Так что на самом деле многие говорят о том, что в самой этой конструкции вроде бы работоспособной, действительно, на первых порах, был заложен этот конфликт. И так оно и случилось. В результате его, собственно, избежать не удалось. Борис Немцов нам в интервью рассказывал, что у Черномырдина в то время появились президентские амбиции, и он даже где-то на встрече с Алым Гором об этом публично заявил, и именно поэтому якобы Ельцин отправил его в отставку как такого нелояльного. Расскажите, что, по вашему мнению, стало главной причиной отставки Черномырдина? Главная причина отставки Черномырдина была в том, что, вероятно, в глазах Ельцина, прежде всего Ельцина, эта конструкция себя не оправдала. Младореформаторы плюс дядька. Возможно, Ельцин полагал, что Черномырдин не может быть его преемником, что это слишком сильная самостоятельная фигура. Может быть. Хотя мне представляется, что реальных факторов, которые сподвигли на такое решение, мы так до конца и, собственно, не поймем. Потому что когда правительство Кириенко себя дискредитировало дефолтом, тот же Ельцин снова возвращал Черномырдину на ту же самую позицию. Значит, все-таки он был на скамейке запасных, будучи удаленным с нее таким достаточно, наверное, обидным образом. Чубайс тогда искал другие варианты для продолжения своей карьеры. Ему хотелось какого-то большого дела конкретного, как он всегда этого хотел, да, и он стал готовить для себя аэродром в виде РАО-С России, серьезнейшая реформа, большое дело, новый этап в карьере, в работе. И, соответственно, вся эта конструкция начала осыпаться. Опять же, многие говорили, что не надо было тогда снимать Черномырдина, и, может быть, и дефолт бы прошли как-то на его авторитете, на его весе. Все-таки молодому бывшему замминистра топлива, а потом министру топлива и бывшему комсомольскому вожаку этого веса не хватало. Но с ним, конечно, связывались надежды на такой еще один импульс реформы. Эта конструкция не сработала. Давайте возьмем молодого, талантливого, либерального, по взглядам, тем более протеже Бориса Немцова. И он нам очень оживит пейзаж. Да, в объективной борьбе ее избежать невозможно было с парламентом, который очень много принес проблем правительству младореформаторов, но не меньше проблем он принес правительству Кириенко, которое оказалось в объективно тяжелой ситуации, в ситуации кризиса финансового и последующего дефолта. Так что я думаю, что это желание найти и нащупать более эффективную конструкцию, собственно, и стало ключевой причиной отставки Черномырдина. Чуть-чуть назад вернемся тогда к этой войне правительства реформаторов с олигархами. Гусинский проиграл аукцион по Связинвесту, посчитал, что этот аукцион был проведен Чубайсом нечестно, что Чубайс подыгрывал группе Потанина, после чего возникло так называемое дело писателей, да, когда СМИ Гусинского и примкнувшего к нему Березовского стали обвинять Чубайса в получении взятки от Потанина в виде гонорара за эту ненаписанную книгу, да? А расскажите, пожалуйста, про эту историю крупными мазками. Что за книжный скандал? Существовала ли эта книга в реальности? Кто ее должен был издать? И насколько вообще действительно тут есть какой-то коррупционный момент? Было две книги. Одну вроде как писал Кох. Писал, наверное, действительно писал. Рукопись, наверное, тоже была. Эти книги часто путают. Вторую книгу готовили как некий сборник
который должен был итожить результаты работы над приватизацией успешной. Был и ваучерный этап к тому времени, и денежный этап раскрутился. Плюс все эти истории с залоговыми аукционами нужно было объяснить. Накапливался как бы вот опыт, в том числе и сделка по связи инвеста. В общем, можно было подводить итоги. Соответственно, в логике Чубайса основные фигуранты, основные авторы реформы вот этой приватизационной должны были высказаться. Я не скрою, имел отношение к этому процессу, потому что был одним из тех, кто помогал расшифровывать, брать интервью, готовить из этого какие-то итоговые тексты, при том, что сами авторы, в общем, оставались, естественно, авторами, потому что какие-то наработки все-таки ими же и шлифовались, в конце концов. Книга... Назовите их имена. Книга писалась, соответственно, Кохом, Казаковым, отвечавшим за региональную приватизацию, Петром Мостовым, который был одним из идеологов вообще приватизации, Максимом Бойко, который сыграл большую роль, конечно, на начальном этапе и теоретическом, и практическом. Сам Чубайс, автор предисловия и послесловия, где он довольно внятно объяснял вообще логику реформы, место приватизации в ней и саму логику возникновения собственника в результате приватизации. Это был действительно хороший текст. И в этих текстах, в силу того, что они в основном наговаривались и не писались, было много личного. И это очень хорошо. Там был как бы человеческий элемент. Она считалась ненаписанной. Хотя, когда начался скандал в связи с заплаченными гонорарами авторам, она уже существовала в первоначальной версии. И ее можно было опубликовать тогда уже. А ее опубликовали спустя 2 года, что было, наверное, неправильно, потому что в 1999 году к ней интереса уже было очень мало. Она вышла в издательстве «Вагриус» довольно большим тиражом, 15 тысяч экземпляров. Это хорошая книга, очень важный источник понимания истории реформ, но тогда она не прозвучала. А в 1997 году, я думаю, можно было быстро издать, она бы прозвучала. И содержательно была бы важна, и, может быть, защитила бы правительство от нападок и снизило бы градус скандала. Потому что гонорары авторам действительно были очень высокие. В некотором смысле это была благодарность некая самого Чубайса, насколько я понимаю логику, тем людям, которые не спали ночами, и в буквальном смысле этого слова тут не стоит иронизировать даже, и делали эту самую приватизацию. Они перевернули страну на самом деле. Потому что эта реформа оказалась одной из самых главных. В стране появилась частная собственность, частный собственник и инвесторы, иностранные и внутренние. Это фантастическая по масштабу реформа. И, вероятно, это в каком-то смысле было формой благодарности этим людям. Но в результате получилось так, что де-факто это была ошибка Чубайса, который он как бы признавал. И в этом смысле, вот есть слово «подставиться», вот он, конечно, этой историей просто подставился так, что это стоило ему как бы таких репутационных издержек. И эта история оказалась в центре вот этой самой олигархической войны, во всяком случае, в определенные месяцы этой войны. А почему, если книга уже была написана и существовала, ее не опубликовали тогда? Тем более, что авторов обвиняли в коррупции. Почему они ее не предъявили публике, хотя бы чтобы развеять подозрения и обнулить вот эти обвинения, что никакой книги вообще не существует? А мне логика неизвестна. Я только помню, что вот в сентябре-октябре 1997-го книгу при определенной доработке редакционной, да, можно было выпустить. А как раз пик нападок на правительство и на самого Чубайса пришелся примерно на эти самые осенние месяцы. Возможно, ее считали не готовой, возможно, считали, что действительно подольет масло в огонь.
А с другой стороны, мне кажется, что это бы потушило потушило бы этот самый огонь. Потому что один из доводов, что нет никакой книги. Вот она не написана. Она была написана. Ну, она была в какой-то... Да, она была написана фактически. Конечно, версия 99-го, она отличалась реально от той версии, которая была в рукописи в 97-м году. И она действительно дорабатывалась. К этому я уже не имел отношения. И, возможно, действительно ее нужно было пошлифовать, добавить каких-то деталей. И эти детали были добавлены. Но в целом, мне кажется, это была просто пиар-ошибка. Да? Не опубликовать ее и не показать, что вот она есть. Можно было это сделать, я думаю, где-нибудь в октябре-ноябре вполне. Ну, то есть, если коротко, вы не поддерживаете вот эту версию о том, что книга была каким-то платежом Чубайсу от Потанина за аукцион по Связинвесту. Потому что на этом продолжают настаивать и Гусинский, и Венедиктов. Они говорят, что если у вас были какие-то претензии, и вы считаете, что вас оговорили, ну, идите подайте в суд. А раз вы в суд не идете и не защищаетесь, то значит, в этом есть какая-то коррупционная составляющая. Ну, я думаю, что во всей этой истории никакой коррупционной составляющей не было, потому что она была оформлена как законная история вполне. И серьезного обогащения в нынешних терминах, конечно, не было, но моральный момент там, безусловно, присутствовал. Гонорары были высоковаты за эти самые тексты. Так что в этом смысле это было, безусловно, приглашение к информационной войне фактически, благодаря высокой сумме гонораров. Расскажите, пожалуйста, про последствия этого конфликта правительства и олигархов, который вырос из Связинвеста. К чему все это привело? Потому что многие считают, что это такой ключевой момент конца 90-х, который во многом повлиял вообще на весь ход истории, что если бы не Связинвест, то не сгорели бы реформаторы, не сгорел бы Немцов, и сохранился бы вот этот либеральный вектор развития, и все бы сейчас было по-другому. Согласны ли вы с этим, с тем, что это был такой поворотный момент? Я думаю, что события 1997 года очень серьезным образом повлияли на то, какую конфигурацию приняла власть потом, даже годы спустя. Все-таки довольно сильно притормозили реформы из-за этого конфликта, из-за того, что фактически было утрачено доверие между вице-премьерами и премьером. И, безусловно, показали свою мощь олигархи. Не просто показали, а в том числе поняли, насколько они в принципе сильны, да, что они могут ворочать очень серьезными процессами и влиять на назначение первых фигур. Конечно, это было дополнено азиатским кризисом, который уже начался в 1997 году. И уже было понятно, что наступают какие-то очень серьезные времена, которые еще и с этой стороны могут приостановить реформаторский процесс, потому что просто нужно будет спасать уже то, что сделано. Возможно, этот момент недооценили, когда меняли правительство, а может быть, наоборот, решили, что вот как раз с надвигающимся кризисом справится новое правительство. Но как раз весной 1998 года далеко не все могли предсказать этот самый кризис. Известно, что его предсказал Гайдар и очень нервничал по этому поводу и пытался предупредить Кириенко. Но было ощущение, что само правительство как-то надеялось на то, что это проскочит вот как-то немножко мимо. Да, заденет крылом, но не будет крушить нашу экономику. Оказалось все совершенно иначе. В результате одним из поворотных моментов в продолжение вот этой истории кончины правительства молодых реформаторов стал, конечно, дефолт, который дискредитировал реформы как таковые. Хороши ли они были, плохи ли, это уже мало кого волновало. А главное, это был удар, конечно, по нарождавшемуся среднему малому бизнесу, да, который почувствовал, что ситуация для них совсем плохая, и правительство, их родное правительство не уберегло
Да, Дума мешала принимать те законы, которые могли бы немножко как бы скорректировать ситуацию. И делал это специально, чтобы подорвать, собственно, власть либерального правительства. Но кого это в результате волновало? Волновал итог. Это как, не знаю, в футболе, хоккее. Как бы ты хорошо не играл, на табло есть цифры, которые показывают, что ты в проигрыше. И в этом смысле дефолт, конечно, второе такое масштабное событие, которое нанесло колоссальный удар по реформам, по репутации реформ и репутации самих реформаторов. Давайте немножко поговорим про фигуру Кириенко, про его назначение и вообще про вот то правительство. Во-первых, почему Кириенко? Почему Ельцин выбрал именно его, вот такого молодого, никому не знакомого, и в том числе и самому Ельцину тоже незнакомого? В чем была задача этого правительства? То есть было ли оно всерьез и надолго, или Кириенко изначально рассматривался как такая проходная фигура? Были ли среди реформаторов противники этого назначения? И какие вообще отношения были у условных Гайдара, Чубайса, Немцова с Кириенко, и так далее? На самом деле, мне кажется, что назначение Кириенко, как и само обрушение правительства молодых реформаторов, это такие истории, где есть много все еще каких-то загадочных моментов. То есть логику объяснить можно, да. Здесь конструкция не сработала, значит, ее нужно убрать. Степанович слишком амбициозная политическая фигура и играет с олигархами. Тоже, в общем, какая-то вполне логичная причина убрать его. Нужен некий импульс реформам и яркое такое кадровое движение, а вот человек как бы ниоткуда, почти никто, очень молодой, с неслучайным названием «Киндер-сюрприз». Вот получите вот это. Как к этому относиться, непонятно. Это немножечко как бы разрушало традиционные схемы назначения. Да? И олигархи, наверное, в некотором недоумении были, а что это вообще такое, как к этому относиться, поддерживать это или не поддерживать. И сама Дума тоже, она же прокатывала Кириенко, а потом все-таки приняла его, потому что они не очень понимали, это вот ставленники вот этих плохих реформаторов, или это все-таки немножко другой человек с другими задачами из другой сферы. И, соответственно, получалось так, что от некоторого удивления эту фигуру в большей или меньшей степени приняли. Насколько продолжительно могла быть его карьера, и был ли какой-то план? Есть ощущение некоторого эксперимента, что если справится, тогда, да, пусть трудится дальше, и, может быть, это всерьез и надолго. А если не справится, то это не всерьез и ненадолго. Он не то чтобы не справился, никто, собственно, так и не понял его возможности, потому что человек попал в ситуацию надвигающегося дефолта и не имел возможности работать в нормальной ситуации. Поэтому хороший пример, плохой пример, эффективный, неэффективный, это не измеритель. Это любое правительство было бы уничтожено этим самым дефолтом, в том числе, если бы сохранилось правительство Черномырдина, пожалуй, тоже. Потому что те же самые люди, в общем, принимали решения в течение разворачивающегося кризиса. Других людей в элитах экономических, собственно, и не было. Серьезный спор, собственно, экономический был о том, девальвировать ли рубль или нет. Была партия не-девальваторов, которая говорила, что это в еще большей степени раскачает ситуацию. И партия девальваторов, включая основной мотор Андрея Ларионова, что нужно девальвировать, потому что падение будет еще более, с еще большей высоты и будет катастрофическим. А в случае девальвации, может быть, оно было бы более мягким и переносимым, если говорить огрубленно. Возможно, это была ошибка, а может быть, и правильно придерживались той точки зрения, что не надо в большей степени дестабилизировать ситуацию. Здесь трудно занимать сторону той или иной силы противоборствующей, потому что ситуация развивалась обвально. И был бы рубль до этого девальвирован или не был, может быть, так же валилось все и при девальвированном рубле.
Потому что здесь уже совершенно другая логика. Логика лавины, которая сходит с горы. И кто тут прав, кто виноват, уже не очень понятно. И было видно, что вынужденным образом тому же Кириенко в результате в качестве помощника в реальных делах был придан тот же самый Чубайс. Известная история июня 1998 года, когда олигархи сами пригласили Чубайса и стали уговаривать его быть спецпредставителем по разрешению вопроса с кризисом с международными финансовыми организациями. Потому что деньги международных финансовых организаций могли бы помочь купировать надвигавшийся кризис. Опять же, рассказывали о некой фразе, сказанной олигархом Патракацишвили, олигарху Березовскому: стоило нам Борисовича с такой энергией валить, чтобы теперь его возвращать на очень серьезную позицию, которая вот неформально равна там статусу вице-премьера. Настолько был велик неформальный авторитет Чубайса и вера в то, что он и здесь спасет. Тем самым, кстати, как бы вот некоторым образом олигархи себя выдали, что все-таки они вели борьбу не на жизнь, а на смерть с Чубайсом. Ну вот в результате, какие бы задачи прорывные не ставились перед Кириенко, он вынужден был решать только одну задачу – спасение экономики от кризиса. Спасение в буквальном смысле не получилось. Получился на выходе дефолт, несмотря на совместные усилия тех людей, которые в экономических элитах ему помогали, включая Чубайса, который таки выбил, как известно, кредит МВФ. Просто первый транш лишь немного поддержал ситуацию, а второй транш пришел уже после того, как все было кончено. И, соответственно, претензии по поводу того, что этот второй транш был разграблен, уже первый действительно ушел в экономику, но был проглочен ею молниеносно. Некому было красть этот второй транш. Реформаторов уже не было в правительстве. Да, мы сейчас вернемся к этим обвинениям. Скажите, а вот вы называете... Пардон. Давайте остановимся. Не. Главное, чтобы это отразилось на картинке. Андрей Владимирович, а вот вы говорите, ну или подводите к мысли, что мировой финансовый кризис был главной причиной дефолта 1998 года. А насколько к этому кризису имела отношение система внутреннего займа, вот этих вот пресловутых ГКО, да, государственных казначейских обязательств? Насколько я понимаю, Гайдар, например, очень резко критиковал построение этой, ну, по сути, такой классической долговой пирамиды, да? В какой степени она и стала причиной дефолта? И вообще, насколько грамотными и компетентными были действия правительства в это время? Все-таки такого рода реформы делаются один раз и без права на ошибку. То есть обязанность не делать ошибок есть, но и право отсутствует. Ошибаться нельзя, потому что последствия могут оказаться необратимыми, а опыта нет. Ну, играли так, как умели. С одной стороны, были вечные проблемы бюджетного дефицита, и ГКО в этом смысле были такими квазиденьгами и способствовали тому, что бюджет все-таки в какой-то мере балансировался. Но понимали же, что будет строиться пирамида. И пирамида таки строилась. И был момент, когда, наверное, не углядели, что называется, что эта пирамида становится опасной, и что она может в какой-то момент обрушиться. Обратили внимание разные эксперты на это. Йохан Вермут был такой, работал с российским правительством в качестве стороннего эксперта. Он написал докладную записку Евгению Григорьевичу Ясину. Ясин понес ее наверх. Наверху ее как-то рассматривали. Но, тем не менее, вот, понимая некую опасность, продолжали делать то, что делали. Вероятно, не имея других инструментов. Соответственно, вот эта ошибка, с одной стороны, объективная, с другой стороны, все-таки субъективная, потому что
упустили момент, значит, упустили. Значит, виноваты. И вину здесь сбрасывать со счетов довольно трудно. Наверное, она была. Тогда давайте перейдем к этим обвинениям, про которые вы уже упомянули. Насколько я понимаю, основные обвинения, которые вот уже много лет повторяют там, Зюганов, Скуратов и даже Явлинский, состоят в том, что вот этот дефолт привел к прямому обогащению нескольких сот чиновников. Вроде бы у Скуратова был список из что-то там 800 человек, которые специально организовали дефолт, ну или знали о нем заранее, и смогли заработать на разнице курсов, сбросили заранее ГКО и так далее. Как вы относитесь к этим обвинениям? Было ли это технически возможно? Ну и вообще, было ли это в принципе? Может быть, технически это было возможно, но... Проговорите сначала. Да. Я думаю, что заработать на кризисе кто-то и мог бы, но кризис развивался все-таки несколько непредсказуемым путем. Это не просто там игра на разнице валют. Какая тут игра, когда валится абсолютно все. Известно, что можно было сбросить эти самые ГКО. Но это избавление просто от ненужных бумаг и минимизация ущерба, а не возможность заработать. Претензии предъявлялись даже Гайдару, но у Гайдара эти ГКО сгорели. У него были эти бумаги, и известно, что, собственно, он не предпринимал никаких усилий для их спасения или сбрасывания. Возможно, в горячке просто забыл об их существовании, о том, что нужно заботиться о себе. Что там с другими чиновниками, может быть, менее щепетильными в этом смысле и менее забывчивыми, сказать трудно, но это какие-то абсолютно ниоткуда взявшиеся предположения, бездоказательные. Мне представляется, что на ситуации полного обвала заработать практически невозможно. Может быть, на чем-то другом можно зарабатывать. И зарабатывали на этом, и состояния сколачивались. В этом смысле, пожалуйста, можно предъявлять претензии залоговым аукционам, хотя там тоже логика не безупречна. Все-таки бюджет получил деньги тогда, и, между прочим, финансовый рынок получил огромный пинок в хорошем смысле. Он стал развиваться. Люди поняли, что можно вкладывать деньги, инвесторы появились. То есть у залоговых аукционов был не только элемент обогащения, но и элемент продвижения рынка, частной собственности. Так что я думаю, что все эти обвинения абсолютно бессмысленны. Я так понимаю, что чисто технически это решение принималось ночью очень узким кругом в закрытом режиме, а утром уже было объявление и такой вот мгновенный обвал. Вы можете рассказать, как это происходило? Необходимость самодефолта, она же появилась в тот момент, когда многие чиновники расслабились. Что вот получен транш МВФ, и сейчас рынок стабилизируется, что тоже была ошибкой в анализе. Тогда Чубайс даже уехал в отпуск. Пришлось возвращаться из отпуска и пришлось снова мобилизовывать лучшие экономические умы, потому что рынок продолжал обваливаться. Проглотив эти деньги, он взял очень короткую паузу, и обвал пошел дальше. И нужно было фиксировать убытки. Но решение-то тяжелое, нужно было и с Ельцином согласовывать. И Ельцин тогда сказал, что дефолта не будет. Он же не просто так это сказал. Наверное, ему обещали, и обещал, как говорят, сам Кириенко. То есть решения не было о дефолте. Оно принималось буквально в считанные часы. Даже, может быть, не дни. И вот, соответственно, для игры на чем-то не было ни времени, ни сил, ни желания, ни возможностей. Речь шла о более высоких материях. Тут даже самые корыстолюбивые люди среди тех, кто принимал эти решения, таких уж корыстолюбцев не наблюдалось. Даже самые корыстолюбивые люди, в общем, вовлечены в командные усилия по спасению экономики, по решению самой главной задачи. Так что решение это было очень коротким по времени, очень тяжелым по последствиям, с пониманием того, что, наверное, правительству придется уйти, хотя
когда объявлялся дефолт, абсолютного понимания того, что нужно заплатить за эту должность, у премьера не было. И опять же, постфактум многие говорили о том, а зря, собственно, сняли Кириенко. Вот он принял решение, значит, на это правительство нужно было повесить обязанность вытаскивать экономику и дальше. Но политически можно понять высшую власть. Кто-то должен был стать козлом отпущения, и кого-то нужно было положить на политический алтарь. Вот вам виноваты, и окей, мы сейчас движемся политически в другом направлении. Да? Мы теперь будем вытаскивать экономику, но с другими фигурами, которые не несут ответственности за дефолт. Давайте вернемся к этой немного противоречивой истории с отставкой Черномырдина. Сначала его отстраняют, потому что не сработала вся эта конструкция реформ под его руководством, а потом уже на фоне дефолта Ельцин вдруг решает его вернуть. И, во-первых, почему Ельцин решает его вернуть, во-вторых, почему у него не получилось это сделать, и почему считается, что именно Лужков этому помешал, вступив вот в такой ситуативный союз с коммунистами. Со стороны Лужкова были губернаторы, со стороны коммунистов парламентское большинство, и это была такая, в общем, мощная сила, да. Откуда вообще у Лужкова взялись тогда такие амбиции и такой политический вес? Расскажите про все это, пожалуйста. Я думаю, что к тому времени Лужков созрел как политик уже не регионального, а федерального масштаба. Он чувствовал свою силу, он чувствовал свою популярность, он чувствовал, что он может стать фигурой более сильной, чем Зюганов, например, да. Он чувствовал, что может объединить вокруг себя самые разные силы. В основном, конечно, левого толка, такого левопатриотического, левоконсервативного. Но, тем не менее, фигурой даже как бы компромисса для многих. На фоне дефолта он, конечно, на этой волне приливов и отливов, он чувствовал, что настал момент, когда можно прийти к власти. Каждый, конечно, играл свою игру. Я думаю, что Зюганов тоже полагал, что это тот момент, когда скорее он может вернуться, а Лужков ему в этом смысле временный какой-то союзник. В результате можно понять Ельцина, который нашел как бы такую срединную компромиссную фигуру в лице Примакова, тем самым успокоив политически самые разные силы. Но поначалу-то Ельцин действительно вернулся к фигуре Виктора Степановича. Это не то, чтобы он, наверное, с повинной головой к нему возвращался, но с неким признанием того, что Виктор Степанович, вы та фигура, которая, наверное, может успокоить страсти, потому что к вам привыкли, потому что в этом смысле, наверное, Ельцин как-то признавал свою ошибку кадровую. И Степанович, как человек амбициозный, в то же время ответственный, и тем самым, наверное, обозначивший в том числе свои преемнические амбиции, да, в конце концов, он тоже мог стать президентом, согласился на эту роль как бы временного премьера. И в этом смысле он, конечно, был конкурентом и Зюганову, и Лужкову, и Явлинскому, который там тоже играл определенную роль. И эти силы его не захотели. А эти силы вполне себе были влиятельными в то время в том же самом парламенте и легко могли Виктора Степановича прокатить, что они в результате и сделали, хотя он немедленно взялся за подготовку программы выхода из кризиса. Многие люди, которые занимались дефолтом и не занимались им, они были, в общем, снова поставлены под ружье. Эта программа готовилась, но политически, вероятно, Черномырдин был обречен, и та решимость, с которой Лужков, Зюганов и вот эта вся команда действовала, конечно, свидетельствовала о том, что не пройдет кандидатура Черномырдина, она, собственно, и не прошла. Давайте тогда по хронологии вперед продвинемся. Приход Примакова, такого старого советского аппаратчика, многие тогда восприняли как компромисс, причем не только политический, но и экономический.
И многие либералы считали, что это может обернуться катастрофой и возвратом в советское прошлое, в плановую экономику, да, и так далее. Ну, короче, что так или иначе, Примаков – это отход от либерального курса. Был ли это отход от либерального курса? И как, тем не менее, так случилось, что именно при Примакове этот кризис удалось преодолеть, в каком-то смысле продолжить реформы, ну или если не продолжить, то, по крайней мере, начать экономический рост? Это был, конечно, запланированный отход от либерального курса, который в результате обернулся либеральным курсом парадоксальным образом, потому что, естественно, от Примакова вряд ли можно было ожидать каких-то современных экономических компетенций, почему, собственно, Гайдар тогда и волновался. Те люди, с которыми он работал, были вполне советского типа и привыкшие к решению вопросов экономики советскими методами. Но всякие там слухи о запрете хождения доллара и прочего всего такого прочего, наверное, это все обсуждалось внутри правительства Примакова, но там было, вероятно, две проблемы, которые спасли ситуацию. Первая проблема – то, что они сами сомневались, правильно ли они формулируют как бы новые задачи для экономики. А вторая проблема управленческая. Они пришли, будучи людьми советского типа, к рычагам управления. И рычаги были на панели управления, кнопки были, но они уже не работали. Нажимаешь на кнопку, электричества нет. Рычаг дергаешь, он оказывается у тебя в руке и в оторванном состоянии. И вот что, собственно, делать с этой самой экономикой? Экономика-то уже частная, экономика уже рыночная. Удар по ней нанесен очень серьезный. Но в результате правительство Примакова оставило рынок в покое. Был тот редкий период, когда рынок сам регулировался, сам выбирался из собственных проблем, искал решение рыночным путем. И в каком-то смысле это было вот такое классическое оздоровление в результате кризиса. То есть кризис, который не помешал экономике развиваться, а помог ей восстановиться на более какой-то здоровой рыночной основе. Поэтому многие там до сих пор хвалят Примакова за то, что это было самое либеральное правительство, хотя он совершенно этого не планировал. Это как вот с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он не планировал разваливать Советский Союз. Советский Союз развалился. Вот, соответственно, на этой волне Примаков может считаться успешным премьер-министром. И ровно поэтому, как мне представляется, у него возникли вполне себе серьезные амбиции. На него стали ставить, он стал политической фигурой, а не аппаратной. Он приобрел вес, он нагулял такое политическое брюшко, которое вполне можно было расценить как конкурентным по отношению к разным политическим силам, и даже конкурентным по отношению, в некотором смысле, и к Ельцину. Как бы такая ситуация, которая вынуждала Ельцина превращать Примакова в преемника. Ну, откуда преемники берутся? Из премьер-министров. Соответственно, вот так все очень удачно сложилось для Евгения Максимовича. Но Ельцин не хотел, чтобы его вынуждали. Да, я думаю, что Ельцин совсем не хотел, чтобы его вынуждали к тому, чтобы назначать Примакова преемником. Ну, и сам Примаков немножко, как бы, получив дополнительный вот этот самый вес политический, слишком свободно себя почувствовал. И сам допустил все-таки некоторые ошибки. Эти игры его с коммунистами не могли не раздражать Ельцина, опять же, объективно, да, об объективном и субъективном в истории. Но, наверное, если бы он чуть более деликатно обращался со своими контактами с парламентом, может быть, как-то все более благополучно для него самого сложилось. Но он не был в этом смысле деликатен. Он почувствовал, вероятно, вкус власти. Давайте перенесемся теперь во вторую половину 1999 года. Простите, что мы немного прыгаем. Путин назначен премьер-министром. В то же время вторжение в Дагестан, взрывы домов, начало Второй Чеченской войны. И многие говорят, что и вот эти взрывы домов, и сама война были тем ресурсом, который повлиял на вот такой молниеносный рост рейтинга Путина,
потому что, ну, по понятным причинам, потому что это позволило Путину выступить полководцем, защитником, спасителем и так далее. А другие участники событий говорят, что нет, это полная ерунда, что война, которую с таким трудом всего лишь 3 года назад удалось загасить в Хасавюрте, сначала казалось всем каким-то таким катастрофическим просто моментом, и сам Путин нам в интервью для этого фильма сказал, что когда он узнал о вторжении чеченских боевиков в Дагестан, он посчитал, что его карьера просто окончена. Как вы считаете, война вот в тот момент, в первые дни осени, скажем, была ресурсом или наоборот? Ну, потом мы знаем, что она оказалась ресурсом, но можно ли это было предсказать в самом начале войны? Ну, конечно, любая такого рода война, конфликт – это, если ресурс, то негативный. И не случайно, собственно, Степашин политически подорвался именно на этом конфликте, был сочтен слабой фигурой и был заменен. Но какой же это ресурс, если в результате он накачивается за счет того, что я вот такой вот сильный, такой способный навести порядок и способен всех подавить и замочить в сортире, это негативный ресурс, да, то есть он, конечно, накачивается, он накачивает политика, он создает политика, что в результате получилось, но это не ресурс мирного времени. Может быть, если бы не было этого конфликта, у нас иначе бы сложилась с этой точки вообще вся история. Были бы другие фамилии, другого типа люди, другого типа политика. А когда на идее наведения порядка и подавления вот этой самой фронды приходит новый человек, ну, это совершенно другой уже исторический ракурс, другое движение истории с этой развилки. Андрей Владимирович, последний вопрос тогда. Сформулируйте, пожалуйста, что для вас главные итоги 90-х? Что это было за время? Как вы оцениваете эти экономические реформы? И вообще весь этот переходный период от советского общества к какому-то новому российскому? Главные итоги того времени. Главные итоги 90-х это, конечно же, в первую очередь рынок, рыночная экономика, в той или иной степени свободы, в той или иной степени искаженности, в той или иной степени олигархичности, номенклатурности. Но рынок был создан. И ровно поэтому даже в каких-то очень кризисных ситуациях, которые возникали бесконечно, и уже в постреформаторский период, рынок всегда как-то отравнивался, и его невидимая рука все-таки присутствовала. Да, было много разных видимых рук, и так называемая грабящая рука, и ежовые рукавицы даже в некотором смысле проявили себя, но невидимая рука рынка всегда, по сути, спасала страну и ее власть. Еда не исчезала, не исчезали товары даже в самых жутких ситуациях. Очень важный итог 90-х, недооцененный сейчас, это опыт свободы. Это демонстрация того, что Россия может развиваться на свободных политических началах, на демократических началах. Что бывают выборы, и даже не сконструированные, не оркестрованные, что бывает свободная пресса. И от этого плохо не становится, а становится только хорошо и весело. Что вообще бывают личные свободы. Этот опыт мы пережили. И поэтому очень болезненно воспринимаем то, как мы от него отказываемся. Но этот опыт показывает, что к нему можно вернуться. Да, можно оценивать это время как некий хаос, как обнищание народа, но никто не обещает хорошей жизни в транзитные периоды, тем более после пресловутых 70 лет командной экономики и тоталитарного режима. Транзит всегда тяжелый. Мы видим, насколько он тяжело шел, в том числе в Восточной Европе, которая была лучше к этому подготовлена. Да и сейчас в Восточной Европе происходят тоже разнообразные реакции на вот этот постсоветский период с ресентиментом, с популярностью крайне правых или, наоборот, крайне левых. Все это очень долгая история, которую еще можно расценивать как продолжение распада огромной империи.
который не закончился в декабре 1991 года. Так что вот эти два образца опыта и импульса, рынок плюс свобода, а рынок без свободы, ну так, он работает не очень хорошо, это и есть, собственно, главный положительный итог 90-х, недооцененный, не всегда замечаемый, но тем не менее присутствовавший в истории.